Как поменять вентилятор отопителя на вашей десятке? Очень просто. Но сначала нужно определиться, когда нужно менять электровентилятор отопителя. В моем случае электровентилятор отопителя начал громко работать, и он иногда меняет свою скорость. Незначительно, но меняет. И данное видео будет полезно для тех, кто не знает, как заменить электровентилятор отопителя салона. И данная тема будет очень актуальная, так как зимний сезон уже начался. Итак, вы решили делать замену электровентилятора отопителя салона, и теперь вам нужно приобрести, собственно, электромотор. А какой вентилятор вам приобретать, все зависит от года выпуска вашего автомобиля. Мой автомобиль 2002 года выпуска, и электровентилятор отопителя салона выглядит вот таким вот образом. Заказывал я его с Озона фирмы Лузар по артикулу, который вы видите на своих экранах. Можете его вбить в поисковик Озон и найти данный товар. Итак, до самой замены электровентилятора отопителя салона я вам хочу включить и показать, как шумит мой нынешний вентилятор отопителя салона. Первое положение, второе и третье. Как раз после замены мы сравним уровень шума. Надеюсь, вам было слышно. Далее открываем капот, и нам нужно разобрать вот эту область автомобиля, так называемую жабо. Снимаем уплотнительную резинку. Далее откручиваем две гайки на 10 с этой стороны и то же самое с другой. Следующий шаг: берем крестовую отвертку и откручиваем все эти винты, которые прикручены по всей этой области. После того, как открутили все винтики, снимаем данную верхнюю накладку, не забывая при этом отсоединить трубки омывайки лобового стекла. И раз уж сюда залез, я хочу заменить данную трубку омывайки лобового стекла. Я ее поставил на скорую руку, когда устанавливал бачок с двумя моторчиками. На один моторчик идет заводская, вот такая трубка, она более эластичная. И на второй моторчик я установил вот данную трубку, так сказать, на скорую руку. И сейчас подвернулась такая возможность, я ее заменю на вот такую аналогичную трубку. Далее убираем защитные кожухи, одну часть и вторую часть. Но прежде чем убрать вот эту часть, нужно открутить одну гайку, которая у нас крепится. Здрасте, я уронил телефон. Черт. Фу. Ближе к моторному щитку, вот в этом месте, получается, за выпускным коллектором. Здесь также используем ключ на 10. И аккуратно извлекаем первую половинку данной обшивки. Вот и все. И теперь нашему вниманию открывается корпус электровентилятора отопителя салона. Устанавливается он здесь. Перед ним стоит воздушный фильтр. И в принципе можно приступить к замене электровентилятора отопителя салона, но будет немного неудобно, поэтому я для себя снимаю полностью вот эту часть и эту часть. Ну а вы уже можете приступать к замене. А для того, чтобы снять вторую половину данной обшивки, нам нужно отсоединить один патрубок от расширительного бачка, так как этот патрубок проходит сквозь данную часть обшивки. Также берем крестовую отвертку, ослабляем данный хомут и отстегиваем патрубок. Делаем это аккуратно, чтобы не пролить антифриз. Все, отсоединили, убираем хомут. И нужно продеть данный патрубок туда дальше за кожух. Вот такая получается у нас картина. Патрубок отсоединил, заглушил данный штуцер. Обычным саморезом вкрутил его. Теперь нам нужно отсоединить, открутить наши дворники. Убираем заглушки, ключом на 13 откручиваем 2 гайки и убираем наши дворники. Открутили 2 гайки, теперь снимаем аккуратно. Сняли 1, сняли 2. Далее убираем данные заглушки, их 4 штуки. И откручиваем все те же 4 штуки винтика, которые были под заглушками.
Теперь можно убирать данную часть жабо, так как все, что ее держит, мы ее открутили, извлекаем. И эта часть жабо у нас в руках. И теперь нашему взору открыт весь корпус отопителя салона. Теперь нам ничего не будет здесь мешать его разобрать и заменить электровентилятор отопителя салона. Также мы здесь видим давным-давно приколхоженную сетку, видим механизм дворников, так называемую трапецию. Кстати, о ней нужно сюда сделать реле, которое улучшит работу дворников. Но это будет отдельное видео и совсем скоро. Теперь для того, чтобы добраться до электровентилятора отопителя салона, нам необходимо снять данный корпус путем отсоединения данной скобы, этой скобы и пару винтов, которые я вам покажу после того, как сниму данный корпус. После того, как открутили все винтики, которые удерживают данный корпус, местонахождение которых я вам покажу через пару секунд, отсоединяем данную клемму, вот она красным, и отсоединяем массу вот в данном месте. Надеюсь, вам видно, вот она вот здесь. Их отсоединяем и извлекаем данный корпус вместе с электровентилятором отопителя салона. В том месте, где находится масса, на шпильке также гайка под ключ 10. Снимаем данный корпус вместе с электровентилятором отопителя салона. Делаем это аккуратно. Мне одной рукой неудобно, поэтому я его извлеку за кадром. Извлек электровентилятор отопителя салона вместе с корпусом. И, как я говорил, сейчас покажу, где здесь находятся винты, которые удерживают данный корпус на корпусе отопителя. Раз, два, три. Вот в этом углублении 4. Вот в этом углублении 5. Здесь 6. И наверху, как я показывал, 2 скобы. И вот так выглядит корпус отопителя салона без электровентилятора отопителя салона. И теперь можно здесь все оглядеть, посмотреть. Также можно посмотреть, как работает ваша заслонка, как плотно она прилегает в верхнее и нижнее положение. Также не помешает на эту шпильку, на которой была масса электровентилятора отопителя салона, прокинуть кабель от кузова автомобиля на двигатель, тем самым улучшить контакт массы. Теперь устанавливаем новый электровентилятор отопителя салона на свое место и все собираем в обратной последовательности. Также обращаю ваше внимание на то, что когда вы соберетесь устанавливать новый электровентилятор отопителя, то нужно со старого снять вот данный корпус, который удерживает электровентилятор на своем месте. Крепится он просто с помощью 2 скоб, которые цепляются вот за эти ушки. Как здесь, так и здесь. Итак, непосредственное включение после полной замены электромоторчика отопителя салона. Под капотом все собрал, подключил. Теперь проверяем. Зажигание включил. Итак, проверяем. Первое положение. Надеюсь, вам слышно, как работает электровентилятор. Второе положение. И третье. И выключаем. Просто мгновенная остановка электромотора. На этом видео по замене электровентилятора отопителя салона своими руками подошло к концу. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Сохраняйте это видео, чтобы не потерять. Всем до новых встреч. Всем пока. Ну а если вы думали,